Сегодня у нас будет очень хорошая и весьма важная подготовительная задача с параметром. Наша цель – решить уравнение для всех значений параметра а. Знаний 8 класса здесь вполне достаточно, так что попробуйте сначала сами. И вне зависимости от успехов давайте обсудим задачу. Наше уравнение квадратное. Так или не так? Как считаете? Это важный вопрос. Для квадратного уравнения мы смело могли бы записать дискриминант. Здесь оперируйте параметрами как обычными числами, не бойтесь их. Найдя дискриминант или дискриминант, деленный на 4, вы тут же поймете, когда он больше нуля, когда меньше нуля, а когда и ровно 0. Взгляните на числовую прямую. На ней очень хорошо видны все три случая. Отметим первый из них. Если а принадлежит интервалу от 2 до 4, то тогда дискриминант отрицательный, и значит уравнение не имеет решений. По крайней мере, действительных. Теперь второй случай. Если вдруг ашечка равна 2 или ровно 4, что тогда? Но, конечно же, уравнение будет иметь единственный корень. Давайте-ка его найдем. Минус коэффициентик перед x, деленный на 2 коэффициентика перед x квадрат. Если вас ничего не смущает, то x равен минус единице. Кстати говоря, этот случай можно было бы включить в третий, более общий. Но я люблю этот одиночный корень выписывать отдельно. Итак, новый случай. Вы уже, конечно, догадались. Дискриминант больше нуля. Уравнение будет иметь два действительных корня, давайте-ка напишем какие. Ну или ладно, я напишу и чуть-чуть преобразую их. В частности, из-под коренного выражения для дискриминанта извлекается четверочка. Ну а затем двойки из числителя, знаменателя, все сокращаются. Конечно, это можно было бы миновать, если бы мы искали дискриминант на 4. Но уж извините, я его не люблю. Я вообще квадратное уравнение редко дискриминантом решаю. Ну что же, вот-вот будут записаны корни, и мы, кажется, рассмотрели все три случая, пробежав все значения параметра а, и указали решение относительно x. То есть задача решена, и мы можем похлопать в ладоши, правильно? Так, стоп. Ну сколько я вам уже намекал своей вопросительной интонацией. Что-то не то, ребят, подумайте. Мы вот тут, например, дискриминант записали. А наше уравнение вообще квадратное? Я это уже спрашивал, кстати. Нет, нет и еще раз нет. Ну или не всегда, если вам угодно. Обязательный атрибут квадратного уравнения — это не нулевой коэффициент перед x квадрат. А что будет, если он 0, то есть а равно 2? 0 плюс 0 плюс 2 равно 0. Мать честна, это же линейное уравнение, которое вдобавок не имеет решений. То есть во втором пункте а равное 2 нужно срочно убирать, потому что только при а равном четверке x равен минус единице. А случай а равное 2 скорее относится к первому пункту, когда уравнение не имело решений. Но пусть уж эта нулевая строчка останется нам на память. Все, кто безошибочно решил эту задачку, большие молодцы.